Наступил наконец-то первый доклад. Вот. Наверное, один из самых известных людей в Slack ODS, Женя Макаров. Да, вот все давайте ему поаплодируем и послушаем классный доклад. Внимание, спойлер, он может показаться немножко жестким, но это ODS, привыкайте. Да, спасибо Евгению за представление. Меня зовут Евгений Макаров. Я инженер в компании Skidata в Германии, Мюнхене. Какое-то время назад я был research-лидом в стартапе, который занимался последовательно аватарами, анимацией, по итогу бьютификации, виртуальной примерочной. То есть мы создавали мейкап по вашему желанию, который наносит макияж на ваше лицо, ну то, что называется augmented reality. И сегодня я хотел бы поделиться с вами какими-то тем, что мы нашли за время работы над этой задачей, тем, что какие инсайты мы получили, может, какие-то трюки, помогающие улучшить качество оценки ключевых точек на лице. Оценка ключевых точек на лице является базовым элементом многих систем, как оценка поведенческих паттернов человека, для распознавания лиц, для выравнивания лиц. То есть задачей является нахождение ключевых точек на лице, привязанных обычно каким-то семантическим элементом лица, как то уголки глаз, уголки рта, может быть, там крылья носа, овал лица и так далее. Это применяется в эдиторах изображений, применяется где-то в чтении губ, в чтении речи с картинки, и для immersive всяких интерфейсов, которые позволяют вам взаимодействовать с компьютером. Я очень рад, что рассказываю об этом в Минске, который является родиной компании Маскарад, которая с большим успехом зарелизила когда-то приложение, имела большое количество пользователей, была продана за достаточно большую сумму. И мне немножко даже неловко здесь выступать в городе, где такие специалисты были. Надеюсь, что мое выступление тоже что-то привнесет. После этого, опять же, успех приложения. Все знают Snapchat. Есть такая компания ImageMetrics, очень успешная, которая поставляет SDK для желающих сделать какое-то приложение, связанное с обработкой лиц. Или например, компания Mediface, которая делала мейкап для компании L'Oréal и была тоже куплена компанией L'Oréal недавно, в прошлом году, тоже за вообще достаточно большую сумму. То есть казалось бы, такое несколько, кто-то может сказать, несерьезное приложение, но все эти мейкапы, ушки, маски и прочее. Но, тем не менее, это популярно, людям нравится, спрос большой, поэтому эта отрасль, она очень, конечно, активно развивается, и множество людей вкладываются в нее. Задачей является получение x-y координат на изображение ключевых точек. То есть вот здесь. А изначально вы имеете только изображение. Первым шагом при оценке этих ландмарок, ключевых точек на лице, является запуск фейс-детектора, который выдает вам на выходе bounding box, часто квадратный, иногда прямоугольный, зависит от дизайна вашей конкретной системы, в которую вы вставляете так называемый mean shape, средние ландмарки, которые у вас есть в вашей обучающей выборке. То есть вы рассчитываете среднее положение лица, обычно это фронтальное, что логично, и кладете его в этот bounding box. И вы хотите обучить модель, обучить систему машинного обучения, которая умеет, имея на выходе эти x-y координаты для min-shape, на выходе отдать вам x-y координаты какого-то шейпа. Может быть, повернутого лица или лицо человека, выражающего какую-то эмоцию и так далее. То есть ваша задача выучить разницу. Люди пробовали учить сходу, то есть с нуля, не прибегая к этому min-shape, а просто научиться искать x-y координаты. Это казалось сложно. Емкости модели не хватает, обобщающей способности не хватает, не получалось. Поэтому был предложен подход находить дельта. Дельта x между каким-то инициальным начальным шейпом и тем, который вы хотите получить. Идеи. Здесь в какой-то момент произошла эволюция в этой области, и от генеративных моделей люди перешли к дискриминативным моделям, то есть стали учить регрессор на точке на основе фич, извлекаемых с картинки, то есть признаков.
До этого люди использовали создание каких-то параметрических моделей, играли параметрами модели, по какому-то критерию качества оптимизировали ее и пытались встроить результат наилучшим образом в входное изображение. И вот ключевой работой была вот эта работа Чао из Microsoft Research China, которые предложили каскадную схему. То есть они предложили не пытаться находить функцию, регрессирующую от min shape сразу к конечному шейпу, а делать это каскадным образом, с последовательным уточнением x, y координат. То есть на каждом этапе они брали 10 регрессоров, и на каждом этапе уточняли и уточняли и уточняли. То есть они находили дельта между нулевым и первым, дельта между первым и вторым, между вторым и третьим и так далее. И на каждом шаге они очень такой было, сейчас постфактум кажется, это достаточно очевидная идея, но в тот момент это было достаточно эволюционно. Они на каждом шаге пересэмплировали фичи с лица. То есть в классической процедуре регрессии, например, с помощью градиентного бустинга или там, алгоритмов случайного леса, вы делаете экстракцию признаков один раз в самом начале, и дальше вы запускаете ансамбль или случайный лес и так далее. Никогда больше не возвращаетесь к этапу экстракции признаков. Здесь же нет. Они сказали, ага, мы его улучшили, давайте здесь уже пересэмплируем эти точки уже с более уточненного шейпа. И это действительно придало модели такую некоторую регуляризацию, и просто-напросто она стала учиться. Следом за ней последовала работа Вахида Каземи, который предложил улучшение на основе деревьев решений, предложил процедуру оптимизации целевой функции, и она была имплементирована во фреймворке DLib, который, я уверен, многие из вас использовали и знают. Очень важной идеей, которую предложили исследователи из Microsoft Research, была то, что они предложили использовать очень простые признаки. Не извлекать никаких там ни сифт, ни хох, ни какие-то ни градиенты, ни какие-то там еще сложные вещи. Они просто предложили выбирать случайным образом пиксели на изображении, случайным образом выбирать пары пикселей и смотреть разницу интенсивности пикселей между этой парой. То есть очень простая фича, очень быстро считается, удобно ложится на любую архитектуру процессора. Это вот тоже, казалось бы, постфактум достаточно очевидная вещь, привела к большому успеху. То есть регрессор стал работать в режиме реального времени на мобильных устройствах. И даже сейчас, насколько я знаю, большинство коммерческих SDK в этой области, они просто применяют вот эту схему, несмотря на развитие нейронных сетей и сверточных карт признаков, по-прежнему вот такие системы, они доминируют сейчас в ландшафте мировом. Угу. Еще одной достаточно не очень хорошо переключается. Еще одной идеей, достаточно, опять же, постфактум очевидной, которая привела к успеху таких регрессоров, явилось введение локальной системы координат. То есть, если вы хотите искать координаты ваших пикселей не в глобальной системе координат, привязанной к центру изображения, а в локальной, привязанной к ближайшей ландмарке, текущей оценке ландмарки, ближайшей на данном этапе регрессии. Потому что вот они заметили что, допустим, вот у вас есть эта точка, у нее есть какая-то минус дельта x плюс дельта y от начала координат, и точка, отнесенная на такие же дельта x, дельта y, как начало координат на изображении с Леонардо Ди Каприо, имеет уже совершенно другое семантическое значение. Она на брови, а не на глазу. То есть получается слишком большая вариабельность по датасету у вас может быть, и система просто не обучится, потому что это выглядит как достаточно такой, как случайные какие-то вещи. То есть она не учит структуру. И вот они предложили использовать локальную систему координат. То есть вы случайным образом сэмплируете точку на изображении, находите ближайшую к ней ландмарку, допустим, на миншейпе, на начальной стадии, и высчитываете вот эти дельта x, дельта y от этой ландмарки. Итого, для каждой точки у вас есть индекс ближайшей к ней ландмарки и x, y координаты. Все, что вам надо помнить. Раньше вы помнили x, y в глобальной системе координат, теперь вы помните в локальной системе координат. И вот это, казалось бы, такая простая, банальная вещь, она привела, опять же, к существенному увеличению точности и позволила, так сказать, обучать очень успешные регрессоры. И еще одна идея, которую они предложили, была то, что мы на каждом этапе
новом этапе агрессора, когда мы пересэмплируем фичи, берем новые фичи с изображения, мы берем их относительно уже измененного шейпа, уже уточненного. Мы забыли про вот этот min shape, он был нам нужен только на первом этапе для инициализации. А мы, как только перешли к измененному, мы когда-то сгенерили фичи для min shape в самом начале еще, мы 10 раз случайно просэмплировали их на изображении. На нулевом этапе мы посчитали координаты относительно min shape, а на первом этапе мы вычислим преобразование подобия между min shape и измененным шейпом, и пересчитаем координаты точек, которых мы просэмплировали, уже относительно измененного шейпа. То есть вы видите, она как была вот здесь, ну, квадратик, да, так она и осталась. Но преобразование подобия немножко повернуло ваш шейп, ну и окей. То есть это придало, опять же, способность к такому последовательному рефайнменту точек. То есть вам не нужна вот эта информация, устаревшая о min-шейпе. Вы адаптируетесь к новой информации. Еще одна идея, которую они привнесли, это было использование фернов, ну, так называемых фернов. Многие знают их под названием Oblivious TIs. Например, они используются в современных фреймворках, градиентного бустинга, тоже CatBoost. Ну, чем хороши Oblivious TIs? Обычное дерево решения задает у вас в узлах разные вопросы. Ну и выясняет, ваша фича меньше порога или больше порога. И вот вы задаете один вопрос, if меньше вы попадаете в этот узел, if больше попадаете в этот и так далее. А Fern, Oblivious TI, задает один и тот же вопрос на всех уровнях. Чем это удобно? Жизнь показала, что оно меньше переобучается. Но самое главное, вы уже здесь, на начальном этапе, знаете заранее, что вы будете задавать F0, F1 и F2 каждому примеру из вашего обучающего множества. Это очень удобно. То есть здесь нет ифа. Здесь вы не знаете, кому вы будете задавать F1, а кому будете задавать F2. И то есть вам это плохо параллелится. Да? То есть вы заранее не знаете, кто у вас попадет на какой if, какой-то тренировочный пример. Здесь вы знаете, что все примеры получат один и тот же вопрос, и каждый пример из обучающей выборки, он получит свой бинарный код, скажем так. Да? То есть такое наподобие как хэширование процедуры. И вот это очень удобно для тренировки, то есть тренировка параллелится. Очень удобно для инференса, потому что тоже параллелится и все работает быстро. Даже на всех современных телефонах несколько ядер в процессоре. Все это очень хорошо. И вот они предложили просто пример прогонять через вот это дерево вопросов Oblivious TI, и в итоге вы попадаете в какой-то лист дерева и смотрите из всех примеров в вашем трейн-сете, какая там, собственно, дельта ландмарок, и запоминаете ее. То есть в каждом каскаде агрессоров внутри находятся вот такие ферны. Ага. И их, в оригинальной работе было 500. То есть 500 деревьев элементарных жадным образом, в принципе, хорошо знакомым всем и каждому алгоритмам градиентного бустинга, компенсируют недостающую дельта ландмарк. Потом заканчивается этот каскад, вы пересэмплируете фичи и повторяете процедуру. То есть после каждого каскада происходит пересэмплирование фич и пересчет преобразования подобия относительно min shape, который у вас был на начальном этапе. Процедура feature selection, то есть я расскажу просто в двух словах, и мы, наверное, не так глубоко будем, потому что у нас не очень много времени. Но идея такая, что у вас должны быть хорошие фичи, они должны быть коррелированы с таргетом, то есть вы должны, просэмплировав точки на изображении, найдя их pixel differences, вы должны понять, какая из них вам удобнее всего для построения дерева, какая из них несет больше всего информации. То есть это отдельная процедура, но в целом можно сказать, что каждая фича должна хорошо коррелировать с таргетом, и они должны быть комплементарными, то есть они должны быть, желательно как-то не коррелировать, дополнять друг друга. Они предложили достаточно изящную процедуру, то есть мы можем это обсудить в кулуарах, но сейчас, наверное, у нас не совсем есть времени, но это тоже было одно нововведение авторов из Microsoft Research. В то же время вам никто не мешает использовать обычную процедуру поиска наилучших сплитов из градиентного бустинга, то есть какой-то KT impurity, там какой-нибудь KT Gini, там уменьшение энтропии и так далее. И вот оказалось, что такая структура модели, она очень удобна.
и она естественным образом работает в уточняющей манере. То есть от начального миншейпа она плавно регрессирует вас к ground truth шейпу. Если провести анализ главных компонент шейпа, то мы увидим, что на начальном этапе количество главных компонентов, участвующих в изменениях шейпа, невелико. Это говорит о том, что на начальном этапе действительно происходят какие-то крупномасштабные изменения. Вы смотрите, насколько сильно лицо повернуто, нет ли на нем какой-то большой эмоции, может быть, улыбка, глаза открыты. А дальше у вас начинают участвовать все менее и менее энергетические главные компоненты. Вы видите уже порядок 30-40 их участвует. Они отвечают за тонкий refinement, то есть за какое-то уточнение шейпа уже в деталях. Точнее, найти уголок рта, границу овала лица и так далее. И мы видим, что, опять же, что естественным образом процедура feature selection приводит к тому, что поначалу выбираются пары пикселей, стоящие далеко друг от друга, чтобы ловить контекст, чтобы делать крупномасштабные изменения. А в конце естественным образом процедура feature selection выбирает уже близко расположенные пиксели, которые как-то определяют уже точную структуру того, что вы ищете. Еще одна идея, которая приводила к хорошим результатам, тоже надо отдать должное, они учили регрессировать модель не только от min shape к ground truth, а делали, они назвали это аугментацией, реально, я бы не сказал, что это аугментация, но хорошо. Они учились регрессировать от каких-то других шейпов, которые они выбирали случайным образом из обучающей подвыборки. И они учились этому, и это добавляло модели обучающая способность. Очевидно, что это представляет некоторое пространство для фантазии, для ресерча. Вы можете выбирать их не случайным образом. В самом деле, зачем вам учить регрессировать в милую девушку от какого-то там, может быть, пожилого мужчины, да? То есть, очевидно, они далеко отстоят друг от друга, и просто это вам не нужно. В реальной жизни пользователь один, он смотрит на телефон, его шейп не меняется, ему не нужны такие прям далекие преобразования, далекие поиски. То есть это такое очень удобное место, где можно применить свою фантазию, как-то пытаться искать. Ну а на тесте вы просто запоминаете дельта-ландмаркс, лежащие в листах фернов. То есть у вас есть какое-то количество каскадов, какое-то количество фернов внутри каскада и дельта-ландмаркс, лежащий в каждом листе. И вы просто последовательно прогоняете, и у вас ваша текущая картинка тестовая, да, она куда-то попадает в какие-то листы этих фернов, смотрит на свои дельта-ландмаркс и добавляет их последовательно к шейпу. То есть достаточно тут все очень просто. Очевидно, возникает сразу идея, как все это добро улучшить. И получается, что можно поиграть с гиперпараметрами такого регрессора, можно подумать над аугментациями, потому что, например, очевидно достаточно, что все датасеты, они содержат большое количество фронтальных лиц и испытывают нехватку лиц, профилей, левых, правых профилей, испытывают нехватку задранных вверх лиц, взглядов из-под лобья. То есть, очевидно, здесь можно как-то поиграться, улучшить процедуру генерации фич. То есть, например, вы можете сэмплировать эти пиксели не совершенно случайным образом, а налагать какое-то априорное распределение на них, привязывать их к ландмаркам, надеяться, что это даст вам более быструю сходимость регрессора. Вы можете натренировать несколько регрессоров. Например, один регрессор учится регрессировать от профилей в ground truth, другой от фронтальных лиц в ground truth. И вы можете на начальном этапе выбирать, похоже, что это лицо фронтальное, я выберу вот этот регрессор, специальный фронтальный регрессор, и буду использовать его, чтобы ваша модель, вы не пытались уже слишком многого от нее ждать. Конечно, можно использовать глубокие фичи с выходов нейронных сетей, и это, собственно, является state of the art в настоящий момент. Вы можете использовать синтетическую дату для, опять же, аугментации датасета. Сказать по правде, больших успехов нам это не приносило. Конечно, куда же без ганов. Вы можете использовать ганы для генерации, опять же, для аугментации датасета. Вы можете применять новые архитектуры нейронных сетей, какие-то блестящие, какие-то невиданные ранее, какие-то придумывать свои слои и прочее. Вы можете придумать новый лосс, и мы увидим это. И также вы можете применять старые архитектуры. Внезапно оказывается, что нет нужды гоняться за какой-то удивительной архитектурой, когда можно добиться чего-то хорошо изученными вещами. То, что помогает. Когда мы делаем просто даже базовая версия регрессора в Dlib, которую каждый практикующий ресерчер знает,
Просто поиграть с гиперпараметрами приносит вам успех, приносит какие-то проценты минимум средней квадратической ошибки. Если вы можете генерировать фичи не случайным образом, а привязывая их к ландмаркам, то есть не бросая их случайным образом на картинку, а куда-то поближе в ожидаемое место, это приносит практически бесплатно улучшение. Вы можете делать test-time averaging, то есть вы по инференсе запускаете регрессор несколько раз и усредняете результаты. Это приносит. Вы можете использовать не pixel difference, а normalized pixel difference, где когда фича не просто разница пикселей, а разница пикселей, деленная на их сумму. Это немножко поджимает диапазон значений и, опять же, сужает вам вариабельность по датасету, и вашей модели становится проще жить. Вы можете играться с сетовыми пространствами, коих немало. Не только RGB, вы можете использовать HSV, и YUV, и LAP. Вообще говоря, LAP очень хорошие результаты показывает, потому что это ортогональное пространство, А и Б каналы ортогональны друг к другу, и фичи независимые. Это очень круто, потому что вы бесплатно вдвое увеличиваете свой потенциальный набор, из которого вы хотите сэмплировать. И эквализация гистограмм. На смартфонах люди присылают какие-то удивительные фотографии, я скажу вам. То есть освещенность очень разная. То есть это где-то в темноте, это где-то на свету. Люди оказываются очень разные. Мир состоит из очень разных людей. Это не ново, да, но все равно каждый раз, когда смотришь на эти примеры, это было удивительно. То есть насколько люди разные. И вот хотя бы как-то подровнять, как-то помочь модели, это действительно помогает. То есть вот histogram equalization, ее нужно применять и на трейне, и на тесте. Если только там или там, не очень, а вот вместе хорошо. И, конечно, датасеты хорошо аугментировать. Очень мало в датасетах картинок с боковым светом внезапно. Много с хорошим светом, много даже бэклайт, много, когда лицо в тени находится. Но парадоксально, с боковым светом в датасетах очень мало, и модели работали очень плохо на изображениях с боковым освещением. И, естественно, аугментировать профильными изображениями, не только фронтальными. Это такая достаточно очевидная вещь, которую очень полезно и легко использовать. Ага. Мы будем рассматривать результат текущих работ на датасете 300W, то есть это достаточно такое сложное собрание нескольких других датасетов, из которого люди просто создали протокол и сказали, ага, мы будем использовать вот эти там несколько тысяч изображений, 3148 для тренировки, 554 для тестирования и 135 возьмем из вот этого датасета, который сложный, может быть, в каких-то экстремальных позах. И люди сказали, это протокол. На текущий момент это, наверное, самый такой репрезентативный протокол, поэтому я постарался унифицировать. Здесь идея тренировки нескольких регрессоров. То есть вы на каждом этапе находите какое-то приближение своего шейпа, посчитали, оно какое-то у вас получилось. И вы ищете в датасете похожие на него. Хотя бы повернуто лицо в ту же сторону или, может быть, в другую сторону. И как только вы нашли похожее, вот вы видите, вот у вас есть такой. И вот он похож на то, что вы срегрессировали. Вы идете, находите кластер похожих лиц на вот это лицо. То есть, видите, мы выкинули лицо, повернутое вправо, крестик, выкинули повернутое вправо вниз, крестик. А вот лицо, повернутое влево, мы продолжаем. Сэмплируем из датасета еще лица, повернутые влево, одно, второе, третье. И опять смотрим, которое же из них похоже на то, что мы ищем. Опять находим, ага, похоже, что вот это лицо больше всего смахивает на него, тоже повернуто влево, рот открыт. Ага, уточним, просэмплируем еще. То есть на каждом этапе вы находите в датасете те лица, похожие на то, что вы в данный момент регрессируете. То есть, опять же, вы пытаетесь помогать модели, вы не усложняете ей задачу, не пытаетесь заставлять ее регрессировать от какого-то там сильно отличающегося лица, а постоянно пытаетесь уточнять. И люди предложили байесовский фреймворк для этого, для поиска в пространстве шейпов, и были очень успешными. Работа 2015 года. Это чисто деревянный регрессор на деревьях. Такая достаточно тоже. Первая работа была в 2013 году, сверточная сеть. Она выглядит достаточно наивно по текущим представлениям. Я привожу ее здесь, отдавать дань уважения людям, которые были в 2013 году достаточно смелыми, так сказать, самоуверенными, чтобы запускать нейронную сеть на такой сложной задаче. Тут они вообще регрессировали всего лишь 5 ключевых точек на лице, делали постепенные уточнения, то есть на первый каскад подавали всю картинку, потом уточняли позицию всего лишь одной ландмарки, уточняли ее еще. Они получили какие-то результаты, которые в данный момент, конечно, не выдерживают никакой конкуренции. Они не выдерживали даже и тогда конкуренции с регрессорами на деревьях.
Дальше люди догадались из опыта, ну, что мультитаск нейронки учатся лучше. То есть, коль скоро у вас есть несколько задач, похожих друг на друга, вы хотите искать ландмарки, хотите искать углы поворота лица, хотите оценивать пол человека. Задачи схожие, мы запускаем несколько голов, и она вроде как учится лучше. Ну, это, в принципе, многие практикующие инженеры знают об этом. И вот эта работа, она иллюстрирует такой подход, и, в принципе, она была успешной. Действительно, современные все state-of-the-art подходы, они базируются на поиске хитмапов. То есть я вкратце опишу, это convolutional pose machines, которые пришли из технологии оценки позы положения человека. То есть вы пропускаете, вы бежите по картинке и классифицируете каждый раз то, что вы видите на картинке. У вас мультикласс-классификатор, который классифицирует, принадлежит ли этот патчик, вот какой, да, вот здесь вот хорошо видно, этот патчик, допустим, вы ищете колено, и вы классифицируете. Ага, вот это мы видим, колено или не колено. И получаете какой-то confidence для этого, какую-то степень уверенности. Потом вы берете все больше и больше патчики, потому что когда вы берете маленький, у него не хватает у этого паттерна, у него не хватает как бы точности. Да? Он выдает вам часто ложные какие-то тревоги. А потом у вас, когда патчик больше, вы ловите больше контекста, и вы говорите, ага, ну вот действительно похоже, что это колено. И вы вот это свечение, вот это ложные тревоги, вы его как бы убираете с помощью вот этих более больших патчей. И вот этот подход, он выдает вам хитмап, ландмарк, который вы можете потом использовать. И вот даже работа 2018 года, они использовали этот хитмап для поиска позы лица. Дальше они находили вот такую хитмап, ландмарк, фитили 3D-модель в него, и говорили, ага, похоже, что это лицо повернуто на вот такой угол азимутальный, угломестный, в плоскости картинки. Давайте возьмем его как начальное приближение агрессора. И натреним всю ту же хорошо знакомую нам ансамбль деревьев. И это был, вот тут, наверное, видно, получил очень хорошие результаты. МСЕ 4,55 – это высоко. Предыдущая работа в последних каскадах, там было 5,60, что ли. То есть это было улучшение. Это 2018 год, то есть говорит о том, что можно использовать смесь. Ну, тут люди совсем, они пытались использовать то, что все точки, через них можно провести линию, и как-то пытались это использовать. Они предложили очень сложную архитектуру. Это как вопрос о том, что вы можете играть с архитектурами очень там диким образом. Вот вы можете оценивать эту баунда и лица, и засовывать ее как image fusion, фьюзить ее с фичемапами изображения, делать здесь преобразование, вот еще fusion слои, там достаточно сложный fusion, который я здесь не привожу. И вот они пытались, да, они что-то получили, но вот лично мне не кажется, что это такой подход очень перспективный. Здесь люди пошли еще дальше. Они заметили, что одно и то же лицо вот этой симпатичной девушки, приведенное в различных стилях, приводит к тому, что агрессор выдает разные положения ландмарок. Вот посмотрите, здесь рот приоткрыт, как будто бы, а здесь они все сошлись, вот эти три точки, то есть рот закрыт, да, то есть в зависимости от... Нет у него устойчивости. Но опять же, вместо того, чтобы поиграться с цветовыми пространствами, они предложили очень сложную схему. Они в фотошопе сгенерили из исходного датасета картинки с новым стилем, зафантюнили на них ISNet, на классификатор стиля, который дает в ответ, в каком стиле эта картинка. Кластеризовали их и натренировали Cycle Gun для того, чтобы генерировать картинки в новом стиле. И после этого они этот модуль для тренировки поменяли, по сути, такая аугментация на лету стилями. И дальше здесь опять сложный поиск хитмапов, fusion, concatenation, и они получили 4.24. То есть это state of the art был на тот момент, но вся эта модель весила 500 мегабайт, по-моему, это какой-то ад. А теперь я хочу перейти уже ближе к завершению доклада к двум практическим работам, которые мне очень нравятся. Это вот работа 2019 года, месяц назад вышла. Practical Facial Landmark Detector. Здесь они сделали очень простую вещь. Они, опять к вопросу о старых и новых архитектурах, они взяли MobileNet, 2 мегабайта, заэкстрактили из него фичи и подали на вспомогательную сетку, которая высчитывает углы поворота лица. Yaw, Pitch, Roll. Дальше они эти углы поворота подают вот сюда, в лосс. И лосс выглядит вот таким образом, где D – это просто евклидово расстояние между ландмарками, ground truth и оцененными, а θ принимает значение 1, 2, 3. 3 угла, у вас 3 степени свободы вращения лица. И как только у вас… А θ – это ошибка оцененного угла и ground truth угла. То есть, как только у вас ошибка появляется, косинус становится
меньше единицы, и у вас растет вот эта сумма, придавая больший вес этому сэмплу из тренировочного датасета. А вот это омега, это еще один весовой коэффициент. Они разделили тренировочную выборку на несколько классов. То есть, допустим, лица с улыбками, лица с открытым ртом, лица профильные, лица какие-то еще. И в зависимости от степени репрезентативности этого класса в общем тренировочном сете, они придают вес. То есть, обычный класс imbalance как бы. Но они его засунули в лосс, и ты получили такую очень удобную процедуру тренировки. Вам ничего не надо делать. У вас здесь MobileNet, какая-то достаточно простая сетка, оценивающие углы. И вот здесь у вас тоже хороший лосс, который делает такой hard negative mining, такой на лету. Очень удобно. Они получили 3.76. Это state of the art. И еще одна идея очень хорошая – WinLoss. Опять практикующие инженеры знают, это нынче такой модный лосс. Люди заметили, что L2-лосс, он сильно штрафует большие отклонения ландмарки от истинного значения. Ну и получается, вы ошиблись в одной ландмарке, ошибка большая, и вы начинаете тянуть остальные ландмарки, пытаетесь компенсировать эту ошибку, весь шейп лица у вас едет. Но это не очень хорошо, это некрасиво. И они сказали, мы будем использовать L1 лосс. Многим известно, что L1 лосс, он с выбросами как-то лучше работает. Но они пошли дальше, они говорят, давайте посильнее штрафовать маленькие ошибки. То есть они предложили здесь использовать функцию логарифма в окрестности маленьких ошибок. То есть, когда ошибка большая, лосс у вас растет, линейно. А вот когда маленькая, производная у нее прям большая. И оказалось, что действительно это приносит. Они натренили очень простую какую-то нейронку, там пятислойную, получили практически state of the art результаты, но они пошли дальше. Они офлайн перед тренировкой аугментировали лица недостающие, профильные лица. И они сделали еще одну вещь, они сделали такую вспомогательную нейронную сеть, которая refined boundbox, то есть делает его чуть-чуть поточнее, чем стоковый face-детектор, который у них был. Они сделали такой refinement. И от этого становится очень хорошо. Это здесь такая таблица, которую я привел, не знаю для чего, чтобы произвести на вас впечатление. Может быть, вот как много всяких работ, и как люди прогрессировали, и вот ошибку с годами уменьшали. Вот она была 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 4. И вот эти ребята, они используют, кстати, ISNet 50, то есть такая достаточно хорошо известная архитектура, опять старая. То есть они не делали какой-то мудреный ган, они не делали, они идентифицировали проблему. Профильных лиц мало, сэмплы с повернутыми лицами тяжелые, очень сильно влияет точность оценки boundbox детектора. Они идентифицировали и проблемы, приоритизировали их и решили их. То есть не играя с какими-то там жуткими архитектурами. Здесь и немного про трекинг. То есть вы можете, когда вы работаете с приложением, вы можете либо на каждом кадре делать детекцию желтеньким, и из нее эрасировать ландмарки. Это классический подход. Можете запускать трекер. Вы запускаете на первом кадре трекер. Трекер – это такая легкая версия, она помогает вам отслеживать лицо. Обычно он легче детектора, то есть ваш телефон не так сильно нагружается. И опять же с помощью трекера. Но эта версия, она более-менее устойчивая, потому что трекер, он склонен ошибаться. И еще очень важный момент хотелось бы затронуть. Как вы можете понять, что у вас слетел ваш шейп? Вы ошиблись, вы рисуете юзеру не то. Ваша глупая модель, она же не знает этого, а человеку это не нравится, у него слетела маска с телефона. И вот это подход, который говорит о том, что вот если у вас слетел bounding box, и ваш эгрессор регрессирует что-то не то, лицо где-то здесь на ухе висит, вам нужно собрать датасет из таких позитивных примеров и негативных примеров, собрать на нем патчики фич, какие-то sift фичи, можно поиграться, orb, freak, что угодно. И можно обычный SVM классификатор использовать, это хорошо работает. И вы, применяя это, онлайн трекаете. И последнее, наверное, это вот текущее Google за Elizal Arcore. Мне опять же приятно в Минске говорить об этом, потому что это инженеры из iMatter, из Fabi бывших, в основном это, я так понимаю, их достижения. Они сделали на основе нейронных сетей трекер вот такого достаточно сложного меша. То есть здесь очень много лендмарок. Они сделали его в реал-тайме, использовав мощь TensorFlow Lite, которую, естественно, будучи инженером Гугла, вам предоставляет. И они добились хороших результатов. Это очень быстро работает сетка, она не без недостатков, и мы можем это обсудить, конечно. Они брали смесь синтетических данных и реальных, 3D данные синтетические, плюс реальные данные 2D, для того, чтобы сеть, обученная на синтетических данных, немножко ее регуляризовать. Они не применяют никакого там сложного трекинга. Они на каждом кадре запускают детектор, делают single frame regression, используют сглаживание.
Но, тем не менее, вот еще раз говорю, мне приятно об этом говорить в Минске, то есть это вот ваши земляки. Открытые проблемы – это вам хотелось бы персонализировать ваш трекер на лету. Вы уже поняли, что этот кастомер – это не какой-то там any person в мире, а вот этот я человек, вот он здесь, он никуда не девается. Вы хотите как-то адаптировать свой агрессор. Вы хотите делать хороший трекинг. Сейчас это очень старые подходы для этого применяются, и пока что никому не удалось еще как-то по-умному смерджить агрессор точек и трекер. Пока что все это очень базовые вещи. Поправка на оптический поток, Kalman туда-сюда. Конечно, нехватка агрессии 3D-шейпа. Здесь не хватает датасетов. И очень важный вопрос – system дизайн. У вас есть несколько блоков, несколько подсистем, вы хотите оптимизировать их работу вместе, вы хотите зафантюнить каждую из них под другую и получить системный результат, который очень хороший. Вот это лист открытых проблем, которым я хотел бы завершить. Спасибо вам большое, что вы в выходной пришли сюда. Арсений поблагодарил, я благодарю вас тоже. Мне очень приятно было рассказать вам. Надеюсь, кому-то это было полезно. Все. У нас очень мало времени на вопросы. Я прошу прощения, немного затянул доклад, но... Женя, спасибо за доклад. Или слышно? Женя благодарит меня за доклад. Да. Давайте, может, еще раз можете похлопать, будет прикольно. Я умею манипулировать толпой, оказывается. Ну да, у нас есть буквально 10 минут на доклады. Давайте поднимаем руку, и вам поднесут микрофон. Здравствуйте. Раз. Работает, да? Спасибо за доклад. Мне очень понравилось, было интересно. А вот скажите, смотрите, мы сначала накидываем точки, да, а вот потом пытаемся их отрегрессировать. А что делать, если у нас, например, лицо повернуто в профиль и, допустим, глаза одного не видно? Ну или, например, волосы там прикрывают. Это очень просто. Решается, эти точки просто исключаются из лосса. Там есть такой нюанс, о котором я не сказал. У каждой точки есть лейбл visibility. Он равен нулю или одному, или вы можете сделать что-то advanced, какую-то вероятностную visibility. Ну, это, опять же, место для открытого research. Вы можете написать об этом работу, стать знаменитым, и вообще все у вас будет хорошо. Вот, да, то есть там есть просто лейбл visibility. Если 0, просто лосс от этой точки умножается на 0, и она не участвует в оптимизации. Спасибо. Да, давайте смелее поднимаем руки. В конце зала тоже можно поднимать руки. Вон молодой человек вдали. Спасибо за доклад. Вот интересует такой вопрос. Часто точки, которые предсказываются, они дрожат. Как это вот решается? Дрожат, да. Для того, чтобы не дрожали, там есть несколько этому причин. Вы делаете wing loss, то есть сильно пенализируете маленькие отклонения. Вы применяете какой-то сглаживающий фильтр, то есть вы можете трекать Kalman'ом, да, предсказывать состояние. То есть на один кадр вы будете задерживать картинку, которую показываете пользователю, но это как бы жизнь показывает, что это ничего. Вы применяете Kalman'а, то есть предсказываете Kalman'ом, оцениваете, усоединяете, ну, достаточно классическая схема. Это второй подход. Kalman'а линейного не надо применять. Надо применять Extended Kalman или Unscented, вот эти вещи, нелинейные, которые способны... Потому что это очень нелинейно. Когда вы делаете какую-то мимику, я вот показываю, да, вы какое-то что-то лицом делаете, это нелинейные движения, вам линейный предиктор здесь не поможет. Поэтому оптический поток. Многие пытаются, но оптический поток — это достаточно такая простая вещь. И есть работа от Facebook, Supervision by Registration. Они делают поправку, они научились дифференцируемый оптический поток сформулировать, засунули его в нейронку, пропускают через него градиент, и они разделяют вот какие-то движения на, так сказать, эгидные и неэгидные. Эгидные — это когда у вас все лицо движется вот таким, знаете, параллельным переносом, да, и вы это движение компенсируете вот через оптический поток. А какие-то неэгидные, вот такую-то тонкую мимику человека, вы регрессируете, как и раньше регрессировали. Потом вы можете сглаживать одноевровым фильтром, например. То есть те точки, которые движутся быстро, вы окно усоединения берете поменьше, а те, которые точки движутся медленно, у вас окно усоединения побольше. Да, это, кстати, очень хорошо выглядит. Потом вы можете профили сильно сглаживать, делать большое окно усоединения. Это не очень корректно с точки зрения науки, но с точки зрения user experience это очень хорошо. То есть
такое оно, вот, знаете, замораживается немножко в конечных точках. Это вот можете так делать еще. И еще они дрожат из-за того, что фичи у вас нестабильные. То есть лицо, вот человек держит телефон, лицо стабильно, а рука у него немножко дрожит, да? И у вас немножко меняются вот эти интенсивности пикселей. Тут вам помогут градиентные фичер-экстракторы. То есть вы тогда к вот этим pixel difference добавляете еще какие-то фичи градиентные, более сложные, какие-то сифты, там, хоги, туда-сюда. То есть есть много подходов, ну а побеждает тот, кто грамотно их все применяет в правильной последовательности и не боится грязной работы. Брать телефон в руку, смотреть, оптимизировать, крутить, брать, смотреть. Это очень трудоемкий, тяжелый процесс. Вы задаете правильный вопрос, но, к сожалению, такое прям очень хорошее решение этой проблемы. Еще можно проецировать на PCA-модель. Вы можете посчитать по своему трендсету PCA-модель, усечь шумовые компоненты и каждый свой пересчитанный шейп вычислять проекцию на эту PCA-модель. И тогда у вас в каждый момент времени шейп будет находиться в пространстве вашей усеченной PCA-модели. Это еще один способ пространственного задания, но он приводит к тому, что у вас немножко примитивные становятся шейпы. То есть какие-то выбросы, они не будут агрессивны. То есть вот, есть подходы, но ни один из них не является серебряной пулей. Понятно, спасибо большое. Да, спасибо. Меня интересует ваше личное мнение. С точки зрения практической применимости, какую модель вы считаете наиболее перспективной по 3 противоречивым параметрам? Это скорость работы, точность и занимаемую память. Ну, я уже сказал, мне очень нравятся 2 последние работы, которые я привел, вот, потому что они на мобильнете, да, это очень маленькая сетка, там у нее очень много FPS, она хорошо работает. И вот которая с Винхлоссена из Нете. И вот ребята из Гугла, они же сделали тоже нейронку. Но я не очень люблю нейронки, потому что если вы идете в Android разработку, устройств очень много, на них очень разные GPU, и вам очень трудно с точки зрения именно продукта удовлетворить требования всех пользователей. Вы будете получать очень противоречивые отклики. У кого топ-модель, тебе будет все классно. У кого плохой телефон, тебе будут говорить все плохо. А вот CPU, он более-менее, как говорится, один и тот же. Поэтому я люблю, и у нас в продакшене, у нас был регрессор на деревьях. Просто мультитред, регрессор на деревьях. И, как вот показывает опыт, то есть вот на этих регрессорах можно выжать очень хорошее качество, не уступающее всем этим нейроночным. Нужно просто грамотно, с точки зрения системного подхода, аккуратно подходить к оптимизации вашей системы. Это такой вопрос системного дизайна. То есть персонально я не очень люблю вот эти нейроночные вещи. Сейчас я верю, что через пару лет все изменится. И вот Google Arcore, он работает на нейронке, он хороший результат показывает и на CPU, и на GPU. Это очень свежий фреймворк. Мы пока еще, я не могу про него ничего толком сказать, к сожалению. Но вот похоже, что вот как только TensorFlow Lite достигнет какой-то степени зрелости, и вы сможете деплоиться на CPU с приемлемым качеством, возможно, это будет прорыв. Пока что я больше вот в деревянный верю. Ну, я думаю, это был последний вопрос. Но не расстраивайтесь, если вы не успели задать свой вопрос. У нас есть отдельная нетворкинг-зона, где вы всегда можете найти Женю. Ну, возможно, не всегда, потому что еще частично он будет помогать со сбором датасета. Да. То есть, Женя, ты же об этом не говорил? У нас есть такая инициатива от ODS, чисто такая, ну, как сказать, как назвать ее даже... Научно-развлекательная. Non-commercial, да, non-commercial. Мы пытаемся собрать датасет различных эмоций, различных экшен-юнитов, blend-шейпов. То есть у нас есть фотограф на Stage 2, то есть я очень вас прошу, то есть если вам там не лень, не жалко как-то, вы не боитесь того, что ваша фотография окажется в лапах незнакомых людей, приходите, фотограф сделает 20 фотографий вас, ну там с закрытыми глазами, с улыбкой, там, с подмигиванием, там еще что-то. Мы этот датасет хотим зарелизить, от ODS выложить в таких научных целях, чтобы на нем можно было предобучать модели emotion cognition, там, для анимации, туда, то есть каждый, ну, это будет большое объявление, Алексей Натекин объявит это, то есть, ну, тут как бы никаких проблем, и каждый из тех, кто поучаствовал в создании, он получает свою копию, ну, под роспись, что он не будет ее применять в каких-то там, ну, каких-то отрицательных каких-то способах, да, то есть, ну, такой non-commercial. То есть я, как бы, вот, что называется, вдохновляю вас, то есть участвовать в этой
активности. Да, а еще, если вы сфоткаетесь на датасет, то гарантированно ваши градиенты будут сходиться быстрее. Ну, это это самое- проверено. Да. Да. Давайте поаплодируем докладчику.